Сутуленький инженерик с красной печатью МАО на спине мало подходил на роль идеального гражданина. Убивать его бы не стали, но зацементировать интеллигентские ножки на уличной выставке сопротивляющихся сверхполномочиям Вселенского Китая могли бы. Забывает слова общей молитвы. При прослушивании маршей отстранен. В глазах улавливается то ли испуг, то ли годливое пренебрежение. Хромает в колонне демонстрантов. Плакал, когда его аквариум уносили в крематорий, при этом ссылался на простуду. Через некоторое время выяснилось, что инженерик способен на гораздо более страшное преступление. В туалете в банке он держал дешевого одноглазого малька. В Москве не было пищи для рыб, и малек ел брынзу, волосы и третий том Толстого. Пожирая страницу за страницей, малек мыслил о русской литературе. Инженерик приклеил надпись «Анализ мочи» и ходил в поликлинику, симулируя сдачу анализов. Первой об этом догадалась мать инженерика. Сидя в туалете, она упала в обморок. Опасаясь того, что мать выдаст его, инженерик зарубил ее топором. После этого он обыскал дом и нашел 117 рублей, доллар фальшивой страны вражеской, 5 копеек, книжечку на трамвай и 9 юаней. Однако на этом инженерик не остановился, решился на преступление и еще более страшное – организацию заговора против государства и правительства. Позднее на допросах он утверждал, что получил указание от трупа убитой им матери. Якобы после смерти она благословила его возглавить революцию против китайского ига во имя русской литературы и убиенных рыб. Также труп матери утверждал, что рыба есть не только живое существо, но и символ многого. Ее уничтожением по видовому признаку есть не только нарушение прав, но и смерть символа во всех его проявлениях. То есть как живности – раз, как слово – два, ибо произносить слово «рыба» в Москве запрещено законом, и в-третьих, как скрытой сути символа, что есть суть всего. В первую очередь инженерик тайно переслал доллар фальшивой вражеской страны в Америку, имея в виду заговор против Мао и план борьбы. Американский президент, получив фальшивый доллар, нарисованный мальчиком Васей, пришел в бешенство. Эксперты определили, что доллар изготовлен в Москве. Данный жест был расценен как сознательное кощунство, и американский народ возмутился в форме массовых демонстраций. Американский ученый Зигмунд Форд выдвинул теорию, по которой Москва не только сама спровоцировала китайское иго, то есть имела мазохистские наклонности, но при этом симулировала его. Москва сознательно симулировала иго, чтобы замаскировать свою военно-концептуальную инфицирующую матрицу. Это было несложно, так как все китайцы ко времени начала оккупации фактически уже вымерли. Антропологи уверены, что в живых на тот момент оставалось всего 2 их представителя, и оба находились под наблюдением немецких психиатров. То есть так называемые китайцы в Москве – это либо русские, имитирующие китайцев, либо китайцы метафизические. Это отражает основную идею исследования. Мазохистские наклонности Москвы столь велики, что мучение жертв осуществляется в отсутствие реального мучителя, а тоталитарное мышление столь развито, что позволяет функционировать аналогичному государству вне реальных, да и социальных факторов, да и фактов. Поза жертвы неизбежно утверждает власть. Эта теория была широко поддержана американской общественностью, и Запад отвернулся от Москвы. Инженерик чувствовал это и все более впадал в уныние. Кроме этого, тогда же он был вынужден жениться на беременной от него девушке Насте. Замкнуто, отличается подозрительностью. Родители и соседи отмечают, что в детстве Настя никогда не плакала, никогда не веселилась, брезговала лаской, игнорировала игры. Однажды родители увидели, как она пляшет языческий танец в экстазе нечеловеческого, но счастья, и вопит одно лишь слово «рыба».
Ее готовы были зацементировать на выставке сопротивляющихся сверхполномочиям Вселенского Китая. Но отец Насти вовремя раздобыл справку о ее невменяемости. И теперь она была беременна от инженерика. Как это произошло, инженерик сам не мог понять. Он обучал ее китайскому языку. Таков был закон. Граждане страны были разделены на две группы. Одни обучали китайскому, другие учились. Китайского не знал никто. Люди встречались на уроке, один говорил другому «я учу тебя китайскому», другой кивал, и так 3 раза в неделю по 2 часа. По версии Зигмунда Форда, китайского языка не было вообще. Китайский язык исчез вместе с вымершей китайской расой, и даже последние 2 остававшихся в живых китайцев говорили исключительно по-немецки. Один от имени Гитлера, другой от имени Евы Браун. Распознать их безумие было довольно-таки сложно, так как они в своих диалогах всегда оставались абсолютно естественны и органичны. Они вступали в отношения, характерные для фюрера и его жены, и произносили слова из их конкретного глоссария. Дело в том, что самые разные мемуары и свидетельства времен Третьего Рейха, разбросанные по научным заведениям и архивам, однозначно подтверждают полную идентичность языкового арсенала китайцев и немцев. Стоит отметить, что объединить эти воспоминания в единое целое никогда не представлялось возможным, и знакомство самих китайцев со всеми этими архивными данными было абсолютно исключено. Тем не менее, когда кто-то из врачей обращался к ним Адольф или Ева, они вежливо смеялись, говоря, что таковыми не являются. Во-первых, потому что те 2 давно умерли, во-вторых, потому что те были мужчины и женщины, они же оба мужчины. Тем же, кто навязчиво пытался уяснить смысл их диалогов и отношений, они отвечали, что репетируют антифашистский спектакль. А инженерик и Настя начали жить вместе. Он скучал и ждал сигнала революции. У нее рос живот. Потом он решил проверить, насколько он циник и сволочь. Потому что он считал, что цель – русская литература, за рыб мстить и революция, а мораль для этого не нужна. И перестал Настю кормить. Прошло 9 месяцев, Настя открыла рот и родила рыбу. А инженерик понял, что время пришло. А в это время в немецкой клинике доктор Зигмунд Форд, он же русский разведчик Федор, расстрелял китайцев в упор. Постепенно мне становилось ясно, что игра в Гитлера и Еву Браун – это никакая не болезнь, а хитрый маневр. Диспозиция, как выяснилось, была такая. На самом деле один из китайцев Мао Цзэдун, а другой – отец инженерика. По документам они оба давно умерли, а на самом деле живы и тайно правят Москвой. Хотя китайцы как вид вымерли. И отец инженерика управляет им при помощи метафункционального технического устройства, внушая галлюцинацию тоталитаризма. После того, как разведчик Федор расстрелял китайцев, управление прекратилось, и инженерик все понял. Безумие его закончилось, он узнал и про предательство отца, и про галлюцинации, которыми был обманут всю жизнь, и которыми отец через него обманул народ. И было рабство в отсутствии хозяина, и была диктатура в отсутствии диктатора. И люди муками изничтожались, уверовав в иллюзорное. И все ложью было, хотя мать он по правде убил. По правде и во имя ее. Только все равно прощения нету.
Russian territory is so important and suited force. Inclusive paint and walls and bridges and technically are damaged human masses. Incapacity of bold develop a painting in all inventing he conceded. Shortly chooses internal paint and it all packed due to suture judge allied blink 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 and back and Russian back. Into portrait of the lady of that causing about the people of a punt upon an impact.